взяли, да, радужной форельки. Сегодня я тебя научу, как я готовлю раков. Теперь понятно, что воды нам сюда максимум нужно будет литров 5. Помогаем нашим друзьям. О, в натуре он, смотри, боец. Эй, братуха, Рифата оставь. Рыбу лучше всего готовить на сетке. Сейчас расскажу почему. Он даже не подписался. Друзья, всем привет. Хочу познакомить вас еще с одним моим другом. Его зовут Эдуард. Эдик, привет. Привет, Серый. В общем, это мой старый друг. Он построил дом, и вчера он доделал свою баню. И уже полгода он меня просит: Серый, приедь, что-нибудь приготовь, научи меня готовить. Говорит, дом есть, хочу научиться готовить. Сегодня я тебя научу, как я готовлю раков. Покажу, вернее, не научу, потому что учиться тут нечему. Это такое же блюдо, как и борщ, хашлама, шашлык. У каждого свои рецепты. Я тебе покажу, как я считаю, вкусным. Надеюсь, тебе понравится, и ты потом либо так же будешь делать, либо что-то поменяешь, как нравится тебе. Раков мы будем варить в казане, на огне. Им нужно будет настояться хорошо, потому что раки, когда варятся, их мясо сужается и отдает свой вкус, свой сок в бульон. Когда они будут остывать вместе с бульоном, мясо будет опять расходиться, и этот бульон, который мы еще добавим зелень, он будет входить в раковое мясо обратно. Поэтому часа полтора-два им нужно будет постоять. Пока они будут стоять, мы захотим кушать. И для этого взяли, да, радужной форельки. Кстати, радужная, знаете почему называется? Почему? Вот видишь, у нее здесь цвета разные. Переливается, да. Переливается, да, как радуга. Рыбу лучше всего готовить на сетке. Сейчас расскажу почему. Когда она свежая, вот она жила еще где-то час назад, она была живая. Если ты ее оденешь на шампур, она у тебя соскочит, сползет. То есть, чтобы жарить рыбу на шампуре, надо, чтобы она хотя бы 2 дня у вас провела в холодильнике, чтобы у рыбы настало окоченение. Вот тогда она на шампуре будет плотно держаться, но мясо уже будет у нее жесткое. Более жесткое. Вот, и на гарнирчик, по традиции, дорогие друзья, в ролике вы меня поругали, спросили: Сергей, где картошка? Вот она. Посечем, обернем в бекон. И картошка будет сочная, вкусная. Друзья, может быть, кто-то не знает, раков нужно обработать перед тем, как варить. Они чистые, то есть здесь нету глины, грязи, они в аквариуме отстаивались, но у рака, как у любого ракообразного, вот здесь проходит прямая кишка. После того, когда ты рака сваришь, будешь кушать, будет неприятно, она будет хрустеть. Поэтому проводится такая процедура. Вот средняя часть хвоста, она выкручивается вот так и вытаскивается. И все. Даже не знал первый раз. Да, это мы выкидываем, и тогда уже, когда мы будем рака кушать, мы будем спокойно чистить его и есть. Уже, да. Ничего хрустеть на зубах не будет. Раков закидывают уже в кипящую воду, но нам нужно определить, сколько нам нужно воды для такого количества раков. Поэтому прям живых раков я высыплю в казан. Теперь понятно, что воды нам сюда максимум нужно будет литров 5, и варить мы будем их 2 партиями. Вот он какой. Практически лобстер. Еще раз показываю. Вот средняя часть хвоста. Ее берете вот так, выворачиваете и вытаскиваете. Вот это несъедобное. То есть потом, когда он уже сварен, это неудобно вытаскивать. Эдуард, а ты что мне не помогаешь? Помогаю, очень даже помогаю. Ты там рыбку чистишь? О, наливай. Пивасика выпьем. Как не помогаю? Мы... Рачу однопалый. Кто-то ему отъел одну ногу. А ну. О, как их крепкий. Где ты их хранил? В натуре он, смотри, боец. Эй, братуха, Рифата оставь пока. Делу время. Потехи час. А потехи по пивку. По пивку, да. Что, Эдуард, за встречу, за долгожданную? Ой, очень рад, что вы приехали, ребята. Спасибо большое. Тебе спасибо за приглашение, за очередное. Вы не поверите, сколько, наверное, раз 20, наверное, да, ты меня приглашал, и все некогда. На лыжах катаемся, Серый, да. Когда попил. А собрались спонтанно, да? Позавчера мне Эдик говорит: Серый, когда ко мне приедешь готовить? Я говорю: завтра. И все. И все произошло. Ух, о, хорошо. И рыбкой закусить надо. Держи. Ой, от души.
тебя сейчас поинтересуются, куда второй ящик подевался. Второй ящик мы отдали Эдика жене. Она сварит его там по-своему на кухне, потому что в наш казан, как оказалось, поместится только один ящичек раков. Объем казана 16 литров. Вот у нас здесь 5 килограмм раков будет и 5 литров воды я налил. На каждый литр воды я буду сыпать 1,5 ложки соли без горки, потому что мы будем настаивать 2 часа. Если настаиваете всю ночь, то есть вам нужно на следующий день куда-то ехать, и вы хотите уже поехать с готовыми раками, да, нужно сыпать по 1 ложке. 7. И, друзья, всегда можно попробовать. То есть бульон должен быть очень соленый, потому что хитин очень медленно пропускает соль. Отлично. Сейчас мы, грубо говоря, будем варить суп, бульон. Тот, который нам нравится. Да? Мы добавим сюда петрушку, укроп, кукурузку, перец. И потом то, что нам нравится, вот этот бульон, он должен войти в раковое мясо. Перчик горошком. Эдуард, Давай я буду принимать ты участие. учишься Я же прям. стараюсь. Я не только учусь, я еще и готовлю. Хоп-хоп-хоп-хоп. А могу даже вот так вот. сейчас ты вообще ни под кого не закосил, да? Не, я всегда сам собой. Так, Твое теперь фирменное движение. берем петрушку, делим ее на 2 части вот так и закидываем в бульон. Почему не режем? Потому что она должна остаться целой, чтобы ее потом можно было с раков спокойно снять. Эдуард, Да-да-да. мог бы я вас попросить принести шумовку? Шумовочку. Вы знаете, что такое шумовка? Конечно, у меня 5-й разряд повара. Укропчик, кукуруза. Карликовая какая-то. Да, кукуруза я взял, которая была. То есть уже поздновато для кукурузы. Ну вот в магазине была вот такая. Пока Эдуард несет шумовку, я помешаю все ложкой. Ждем, когда бульон закипит еще раз, чтобы кинуть раков уже в кипящий бульон. Бульон закипел еще раз. Можно закидывать раков. Эдуард, помогай мне, с удовольствием, чтобы они сварились максимально равномерно. Подловил. А как вы смотрите на то, чтобы сделать вот так? А я Помогаем нашим друзьям залезть в водичку. Накрываем крышкой и ждем, когда вода закипит. Раки закипели. Лично по моему вкусу я люблю добавить на такое количество сливочного. пачку сливочного масла. Маслом не только кашу не испортишь, но и раков. 10 минут поддержим, уберем с огня, и они будут 1,5-2 часа настаиваться. Масло, оно, грубо говоря, вот, ну, Обволакивает сверху хитин, Да-да-да. и потом Чтобы не кололось, наверное, да? губы не будут резать, пальцы. 16-литровый казан, 5 килограмм раков, 5 литров воды. Вот получается прям то, что нужно. Аромат чувствуешь? Вообще бомба. О, Сергей, а лаврушку что-то, лавровый лист, я чуть не упустил момент моего. Это не ты упустил, это я упустил. А. Ну еще не поздно. Чуть не упустил. Чуть не упустил, да. Вот так на такой казан. Вот так распределим. Пусть будет отлично. Раки сварились, накрываем крышкой, поднимаем и убираем. Да, вот так прям ставь, да. И все, пусть настаиваются. Пойду чистить рыбу. Все, рыбку мы почистили. По традиции, как всегда, моя любимая картошечка. Сегодня мы будем ее жарить с беконом. Рифат, брат, тебе сделаем отдельный шампур. Я люблю без ничего. Бекон мы вот так будем заворачивать в такие рулетики и насаживать на шампурик вот таким образом. Да, а то под прошлым роликом тебе писали. Да, Где забыл. твои фирменные картошечки? В магазине забыл, я уже писал в комментариях. Я взял картошку, все забыл в магазине.
и уже не стал за ней возвращаться. И в том ролике столько всего было вкусного, что можно было обойтись без картошки. Но рыба по-любому должна быть с картошкой, я так считаю. Даже взять вот этот русское застолье, да, наша любимая, где селедочка с картошечкой. Ну как без картошки? Посечем картошечку. Картошку посекли, надо ее посолить. Здесь все делается на глаз. Перчик обязательно. Да. Картошечку одели, займемся рыбкой. Уложим ее на сеточку, перенесем на эту часть мангала, где у нас нет угля. И здесь польем ее маслом, посолим, поперчим. Рыба очень любит масло, поэтому не бойтесь, жирная она не будет. Внутрь польем. Солим внутри сначала. Хорошо. Снаружи прям можно. Хорошо, да. Ну, потому что она все равно не пройдет через шкуру. Перчик. Также внутри. Опа. Так. Ставим. Так, с одной стороны поджарилась. Переворачиваем. Конечно, рыба готовится очень быстро. Золотая корочка. Чуть-чуть. Переворачиваем еще раз. С этой стороны ей достаточно уже. Сейчас с другой еще поджарим и будем снимать. Рыбка наша готова. Уберем ее в сторону. Картошечка, да. Картошечка, дело вкусное. Картошечка готова, подзолотилась. Снимаем. Порежем гранат. Ну, я ее так на дольки разламываю. Прям над рыбкой вот так. Оп. Красотища. Оп. Оп. Вот здесь посыпем для красоты. Они будут целые, сока здесь не будет. И вот здесь мы вот так положим. Кто захочет, возьмет отдельно. Ну что, Эдуард, пойдем к гостям. Да. Они нас уже заждались. Я в восторге. Баньку запарил ты хорошо уже, баньку запарил, банька готова. Гости ждут. Я устал уже ждать, да? Очень впечатлен, честно. Понравилось тебе День все? Бомба. Я счастлив. Все, пойдем Спасибо. париться. Скажи нам пару слов, как хозяин дома, и мы выпьем. Да, давайте, ребята, поднимем наши бокалы пивные. Даже пивные бокалы называются «Ностальгия». Это наше детство, как можно сказать, с 90-х еще бокальчики такие. Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня дома была баня, чтобы мои друзья пришли ко мне, чтобы мы вот так сварили раков, налили по бокальчику, сели, выпили, пошли попарили. Сегодня вот это вот день наступил. Сегодня наши ребята, друзья, Сергей, Серго, Пудра. Пудра, да. Да. Сегодня засняли такой прекрасный ролик, приготовили таких вкусных раков. Это мы на ютубе посмотрим, как это все. Рыбку пожарили, пивка налили, картошечка такая вкусненькая. Давайте вот за этот день, спасибо, ребята, что мы сегодня собрались, что мои друзья пришли. Сегодня мы будем париться, пить пиво и кушать это вкусное блюдо. Да, давайте. На здоровье.